Морской волшебный зверь 6-го ранга уже вернул свои силы благодаря пилюле Сяояня. По силе он превосходил питона, пожирающего небеса, и был почти на пике уровня императора. В таком случае можно начать сражение с сектой Юньлань, когда ледяной император Хайбадон поглотит и переварит фиолетовую пилюлю духовного восстановления и вернет свои высшие силы. В течение последних 2 дней императорская семья, ассоциация алхимиков, семья Митер, клан Му и Налань начали подготовку и перевод всех своих сил и экспертов, стараясь как можно быстрее подготовиться к крупномасштабному сражению. Естественно, передвижения сил больших фракций были заметны всем, поэтому множество людей ощущали пришествие бедствия. Некоторые смутно предполагали о предстоящих событиях. Больше вызывало удивление то, что секта Юньлань все еще молчала, несмотря на сбор экспертов со стороны больших фракций. Они вели себя так, словно буря внешнего мира не имеет к ним никакого отношения. За день до битвы Сяоянь и королева Медуза встретились. Сяоянь сказал, что, возможно, он не выживет в сражении с Юньшанем, на что Медуза холодно ответила: «Я буду благодарна Юньшаню, если ты умрешь». Снаружи Цайлинь казалась холодной и равнодушной, однако внутри она уже переживала за Сяояня. Императорская семья собрала 100 000 солдат и оцепила всю гору секты Юньлань. Они привлекли еще 3 экспертов на уровне короля, а также морского скального зверя. Но и сам Дзясинтянь был на 9-й звезде Доухуан. Их помощь была ощутимой. И вот наступил тот самый день. День битвы с сектой Юньлань. Жизнь или смерть. Победа или поражение. Сегодня все решится. Сяоянь подал сигнал, и все объединенные войска выступили как один. В секте Юньлань этот день был днем свадьбы. Свадьба главы Юнь-Юнь являлась крайне важным событием для всей секты. Кроме того, она выходит замуж за Гухэ, который также обладает огромной славой и репутацией. Юньшань сидел на троне, а в кресле возле него располагался один из главных участников сегодняшнего события — Гухэ. Юньшань сообщил, что Сяоянь, возможно, попытается помешать их свадьбе, на что Гухэ убедительно сказал, что не допустит этого, и если понадобится, сразиться с ним. Кроме того, Гухэ попросил Юньшаня снять печать с Юнь-Юнь, чтобы ее сила снова вернулась. К Юньшаню также пришел эксперт из Дворца Душ, он тоже может вмешаться в битву. Все участники секты оделись в красные одежды в знак торжества. Основываясь на репутации Гухэ, много сильных экспертов пришли лично, чтобы поздравить его. Гухэ уже стоял под алтарем, невеста также прибыла. Юнь-Юнь была одета в красное платье, а ее лицо покрывала красная ткань. Она медленно приближалась к брачному алтарю, а 10 служанок сопровождали ее. Юньшань поприветствовал гостей. В адрес молодоженов посыпались поздравления. И когда уже должна была начаться церемония, вдруг резкий порыв ветра пришел с небес. Черный силуэт резко рассек воздух и полетел прямо к брачному алтарю. Выражение лица Юньшаня слегка испортилось. Юньшань махнул рукой, и ужасающе могущественная сила столкнулась с тяжелым объектом. Тяжелый черный меч совершил кувырок в воздухе и воткнулся в землю. Как раз вовремя прибыл Сяоянь. Он с улыбкой сказал: «Глава Юньшань, зачем же так спешить? Еще не решилась, проведет ли секта сегодня свадьбу, или же это будут похороны?» Все взгляды устремились в небо. Они увидели большую группу людей во главе с Сяоянем. Их внезапное появление вызвало переполох в зале, а все потому, что каждый из незваных гостей имел за спиной крылья Доу Ци. Таким образом, каждый из них являлся экспертом на уровне короля. В небе парило несколько десятков людей подобного уровня. Наверняка даже секта Юньлань не сможет привлечь так много экспертов подобной силы. После слов Сяояня выражение лица Юньшаня помрачнело. Он поднял голову и уставился на молодого парня в черных одеждах с зелеными огненными крыльями. Ух, что же нас ждет? Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, ожидаете ли вы этот важнейший бой. Подписывайтесь на канал и всем пока!